Шокирующая правда о харизме. В 2011 году нейробиолог Уффе Шьот из Орхусского университета в Дании засунул верующих людей в аппарат МРТ и включил им аудиозаписи молитв. Одним сказали, что молится обычный прихожанин, другим, что молится целитель с особым даром. Молитвы были одинаковые, голоса одинаковые, но мозг реагировал по-разному. Когда человек верил, что слышит особенного, у него отключалась префронтальная кора, та часть мозга, которая отвечает за критическое мышление, анализ, сомнения. Она просто гасла, как лампочка. Человек буквально переставал думать и начинал верить. Шьот не изучал религию, он изучал харизму и нашел ее механизм. Не метафорический, не философский, биологический. Харизматичный человек не убеждает вас аргументами, он отключает ту часть вас, которая способна возражать. Это не красивая теория, это снимок мозга. И вот с этого места стоит начать разговор о том, что мы привыкли называть притягательностью. Потому что все, что вы знали о харизме, скорее всего, неправда. 100 миллисекунд. 1/10 секунды. Быстрее, чем вы моргнете. Быстрее, чем произнесете первый слог своего имени. Именно столько нужно человеческому мозгу, чтобы решить, притягивает его кто-то или нет. В 2006 году психологи Джанин Уиллис и Александр Тодоров из Принстона провели серию экспериментов. Они показывали испытуемым фотографии незнакомых лиц на 100, 500 и 1000 миллисекунд и просили оценить, этот человек вызывает доверие, он компетентен, он привлекателен. Результат оказался поразительным. Оценки, данные за 100 миллисекунд, практически не отличались от оценок, данных за целую секунду. Более того, дополнительное время не меняло суждение. Оно лишь укрепляло уверенность в уже принятом решении. Ваш мозг выносит вердикт о человеке до того, как вы успеваете сказать «здравствуйте». И потом весь остальной вечер ищет подтверждение этому вердикту. Не опровержение, подтверждение. Это называется эффект подтверждения. Один из самых мощных когнитивных искажений. Первое впечатление — это не стартовая точка знакомства, это приговор, который почти невозможно обжаловать. Но что именно мозг считывает за эту 1/10 долю секунды? Что там такого в лице, в позе, в повороте головы, что заставляет древнюю лимбическую систему мгновенно рассортировать человека по категориям свой-чужой, сильный-слабый, опасный-безопасный? Ответ на этот вопрос искала Налини Амбади. В 1993 году Амбади, психолог из Гарварда, провела эксперимент, который перевернул представление о человеческом восприятии. Она показывала студентам беззвучные видеозаписи преподавателей. 6 секунд. Без слов, без контекста, без содержания лекции. Просто человек стоит перед аудиторией, жестикулирует, смотрит, двигается. 6 секунд тишины. А потом просила оценить преподавателя по нескольким критериям и сравнивала эти оценки с оценками студентов, которые проучились у этого преподавателя целый семестр. Корреляция была пугающей. Люди, увидевшие 6 секунд беззвучного видео, давали оценки, статистически совпадающие с оценками тех, кто провел с этим человеком месяцы. Амбади назвала это тонкими срезами, thin slicing, способность мозга извлекать удивительно точные суждения из микроскопических фрагментов поведения. Не из слов, не из резюме, не из рекомендательных писем. Из 6 секунд молчаливого видео, из поворота плеча, из наклона головы, из того, как человек держит руки. И вот что самое тревожное. Когда Амбади просила испытуемых объяснить, почему они поставили именно такую оценку, точность падала. Сознательный анализ разрушал интуицию. Мозг знал что-то, что сознание не могло сформулировать. Харизма из этой категории. Она считывается до того, как включается разум. Она живет в зоне, куда слова не добираются. Но если притягательность — это молниеносный, бессознательный, почти животный процесс, значит ли это, что она неуправляема? Что одним повезло с правильными микросигналами, а другим нет? Джон Антонакис думал иначе. Профессор организационного поведения из Лозаннского университета, Антонакис решил проверить простую гипотезу.
Можно ли научить человека быть харизматичным? Не более уверенным, не лучше выступать на публике, а именно харизматичным, в том смысле, что люди начнут к нему тянуться. Он взял обычных менеджеров среднего звена и обучил их 12 конкретным приемам. 9 вербальных, метафоры вместо абстракций, истории вместо отчетов, контрасты для создания напряжения, риторические вопросы, списки из 3 пунктов, потому что мозг запоминает тройки, выражение моральных убеждений, озвучивание коллективных настроений, постановка амбициозных целей и уверенность, что они достижимы. 3 невербальных – живой голос, выразительная мимика, открытые жесты. 12 инструментов. Не талант, не дар. Инструменты. После обучения коллеги и подчиненные этих менеджеров оценивали их как значительно более вдохновляющих и лидерских. Рейтинги выросли на 60%. Ничего в их должностях не изменилось, ничего в их зарплатах, ничего в их внешности. Изменилось только поведение. Антонакис доказал кое-что неудобное для романтиков. Харизма — это не аура, это протокол. Набор сигналов, которые мозг собеседника интерпретирует как «этот человек стоит моего внимания». И этот набор можно выучить как иностранный язык. С акцентом поначалу, коряво, но выучить. Однако у любого протокола есть грамматика. Есть глубинная структура, без которой отдельные приемы рассыпаются в фокусы. В 2018 году группа исследователей из Университета Торонто Константин Цхай, Ребекка Джу, Кристофер Зу и Николас Рул создали первый научный инструмент для измерения харизмы у обычных людей. Не у политиков, не у генеральных директоров, у обычных людей на улице, в офисе, в кафе. Они назвали его «Общий инвентарь харизмы» General Charisma Inventory. И выяснили, что харизма стоит на 2 ногах. Не на 3, как говорили раньше, на 2. Влияние и приветливость. Influence и affability. Способность вести за собой и способность при этом не отпугивать. Сила и тепло. Гравитация и свет. 6 вопросов. 3 про влияние, 3 про приветливость. 5-бальная шкала. Этого хватало, чтобы предсказать, насколько человека будут считать убедительным и приятным после 5 минут общения. 6 вопросов, и вы знаете, притягивает вас человек или нет. И причина, по которой это работает, в том, что мозг задает ровно те же 2 вопроса. Каждый раз. При каждой встрече. За те самые 100 миллисекунд. Первый вопрос. Опасен или полезен? Это оценка силы, компетентности, статуса. Второй вопрос. Друг или враг? Это оценка намерений, теплоты, доброжелательности. Социальный психолог Сьюзен Фиске из Принстона потратила десятилетия, доказывая, что эти 2 измерения, компетентность и теплота, лежат в основе всего нашего социального восприятия. Каждый человек, которого вы когда-либо встречали, был мгновенно нанесен на эту карту. Высоко по теплоте, низко по компетентности — это жалость. Высоко по компетентности, низко по теплоте — это зависть или страх. Высоко по обоим — это восхищение. Низко по обоим — это презрение. Харизматичный человек — это тот, кто попадает в верхний правый угол. Сильный и теплый одновременно. И мозг это считывает не за час разговора, за 1/10 долю секунды. Теперь о том, что происходит внутри, когда вы оказываетесь рядом с таким человеком. Потому что притяжение — это не просто оценка. Это физиология, это химия, это электричество, которое можно измерить. Когда человек смотрит вам в глаза и по-настоящему слушает, ваш мозг выбрасывает окситоцин. Тот самый нейропептид, который связывает мать и младенца, который выделяется при объятиях, при сексе, при родах. Его называют гормоном доверия, и это не метафора. Окситоцин буквально снижает активность миндалевидного тела, центра страха в мозге. Вы перестаете бояться, вы раскрываетесь, вы начинаете говорить вещи, которые не планировали говорить. Вы чувствуете связь, мгновенную, необъяснимую, мощную. И вот что поразительно. Окситоцин влияет на зрачки, они расширяются. А расширенные зрачки — это сигнал, который ваш мозг считывает как «этот человек мной заинтересован».
Расширенные зрачки повышают привлекательность. Это работает в обе стороны и создает петлю обратной связи. Он смотрит «вам тепло», ваши зрачки расширяются. Он считывает интерес, ему тепло, его зрачки расширяются. Два мозга начинают синхронизироваться. Нейробиологи называют это нейральной связью, neurocoupling. Одновременно активируется система зеркальных нейронов. Вы бессознательно копируете позу собеседника, его темп речи, его микровыражение. Если он спокоен, вы успокаиваетесь. Если он уверен, вы заражаетесь этой уверенностью. Харизма буквально заразна на клеточном уровне. А когда ваш мозг фиксирует одновременно и силу, и тепло, когда оба сигнала совпадают, включается дофаминовая система вознаграждения. Та самая, что отвечает за удовольствие, мотивацию, желание еще. Вам хорошо рядом с этим человеком. Вы хотите вернуться. Вы хотите позвонить. Вы хотите быть в его команде, в его компании, в его жизни. Не потому, что он вас о чем-то попросил, потому что ваш мозг получил дофаминовую награду и хочет еще. Харизматичный человек — это наркотик, который выписывает рецепт сам на себя. Но у наркотиков есть побочные эффекты, и у харизмы тоже. Вернемся к эксперименту Шьотта. Когда человек воспринимает другого как особенного, у него гаснет префронтальная кора, центр критического мышления. Это значит, что харизма не просто привлекает, она оглупляет. Буквально, физиологически. Вы не просто восхищаетесь этим человеком, вы теряете способность трезво его оценивать. И здесь начинается темная территория. Психология давно описала темную триаду, 3 черты личности, которые часто встречаются у манипуляторов. Нарциссизм, макиавеллизм и психопатия. Роберт Хайер, создатель контрольного списка психопатии, отмечал, что поверхностное обаяние — один из ключевых маркеров психопатической личности. Не глубокая теплота, не настоящее присутствие, а блеск без содержания. Фасад, за которым пусто. Джим Джонс, лидер народного храма, обладал харизмой, которая подчиняла людей буквально до смерти. 918 человек выпили яд по его слову. Не под дулом автомата, по слову. Мозги этих людей не были дефектными. Они просто попали в зону, где префронтальная кора отключилась, где критическое мышление уступило место химии доверия, где окситоцин победил разум. Исследователи культов описывают типичную схему. Сначала бомбардировка любовью, лав-бомбинг, когда новичка заливают вниманием, теплотой, принятием. Это запускает окситоциновый каскад. Человек привязывается. Потом изоляция от внешних связей. Это лишает альтернативных источников окситоцина. Человек становится зависим от одного источника тепла. А потом когнитивный контроль. К этому моменту префронтальная кора уже обучена отключаться в присутствии лидера. И человек принимает любую чушь за истину. Харизма без морали — это оружие. И самое страшное в нем то, что жертва не чувствует себя жертвой. Она чувствует себя избранной. Но есть и другая сторона. Та, о которой говорят реже, потому что она менее кинематографична. Тихая харизма. Притягательность, которая не вспыхивает, а медленно прогревает. Человек, который не рвется к микрофону, который говорит мало, но так, что каждое слово весит. Который не заполняет тишину, а создает пространство, в котором другим становится безопасно. Исследования голоса это подтверждают. Колумбийский университет изучал акустические параметры харизматичных ораторов и обнаружил, что дело не в низком голосе и не в громком. Дело в вариативности, в способности менять тональность, ритм, громкость, делать паузы. Харизматичный голос — это не монотонный бас. Это оркестр. Тихие пассажи создают напряжение, громкие — разрядку. Паузы — пространство для мысли. Именно вариативность, а не тембр, мозг интерпретирует как «этот человек живой», «этот человек чувствует», «этому человеку не все равно». И здесь важно понять одну вещь. Харизма — это не про вас. Это про другого человека, про то, как он себя чувствует рядом с вами. Самые притягательные люди, которых описывают в исследованиях, обладают одной общей чертой, которая не помещается ни в какую шкалу.
Они дают другому человеку ощущение, что его видят. Не оценивают, не используют, не терпят, а видят. Целиком. Без условий. Это звучит просто. Но попробуйте вспомнить, когда последний раз кто-то разговаривал с вами так. Не ждал паузы, чтобы вставить свое. Не формулировал ответ, пока вы еще не договорили. Не косился в телефон, а просто был с вами. Целиком. Вы помните этого человека. Вы помните, что чувствовали рядом с ним. Вам было тепло, вам было спокойно, вам было можно. Это и есть харизма. Не фейерверк, не шоу, не перформанс. Всего лишь внимание, но настоящее. Есть еще одна ловушка, в которую попадают почти все. Эффект ореола, halo-эффект. Когнитивное искажение, которое заставляет нас переносить одно положительное качество на все остальные. Красивый значит умный, богатый значит трудолюбивый, высокий значит лидер. Исследования связи внешности и воспринимаемой харизмы показывают, физически привлекательные люди действительно получают фору. Их чаще выбирают на руководящие позиции, им чаще верят, им чаще приписывают качества, которых у них нет. Но эта фора временная, она работает в первые минуты, в первые тонкие срезы. Дальше только поведение. Красота открывает дверь, Но не удерживает в комнате. И вот что интересно. Исследования Цхая и Рула показали, когда испытуемые общались с человеком хотя бы 5 минут, их оценки харизмы уже не зависели от внешности. Они зависели от того, как человек себя вел. Слушал ли он, смотрел ли в глаза, задавал ли вопросы, реагировал ли на ответы. Физическая красота — это билет на первый ряд, но если спектакль плохой, зритель уходит в антракте. Итого, что мы знаем о притягательности, если отбросить мифы и оставить только данные? Первое. Мозг оценивает человека за 100 миллисекунд. Это не первое впечатление. Это нейрологический приговор, который работает быстрее сознания. Второе. Этот приговор выносится по 2 параметрам — сила и теплота. Не по одному, по 2. Сила без теплоты — угроза. Теплота без силы — жалость. Только комбинация дает притяжение. Третье. Харизма — это набор поведенческих сигналов, которые можно изучить. Антонакис доказал это экспериментально. 12 тактик, 60% прироста в рейтинге. Четвертое. Эти сигналы запускают конкретную нейрохимическую цепочку. Окситоцин — доверие. Зеркальные нейроны — синхронизация. Дофамин — желание вернуться. Пятое. Тот же механизм, который создает связь, может использоваться для порабощения. Разница между лидером и манипулятором не в инструментах, в намерении. Шестое. Внешность дает фору, но не решает. Поведение решает. Седьмое. Самая мощная форма харизмы — не перформанс. Это внимание. Настоящее, полное, безусловное присутствие рядом с другим человеком. У притягательности есть цена. Харизматичный человек несет ответственность, о которой не просил. Люди проецируют на него свои надежды. Они идеализируют его, а потом ненавидят за несоответствие идеалу, который сами создали. Он часто одинок. Не потому, что рядом никого нет, а потому что рядом слишком много тех, кто любит его образ, но не его. Это парадокс. Чем сильнее ты притягиваешь, тем труднее найти того, кто видит тебя настоящего. За обаянием, за светом, за ролью. И, может быть, именно поэтому самое глубокое притяжение — это не то, которое ослепляет, а то, которое позволяет другому быть тусклым, уставшим, несовершенным, настоящим. И все равно остаться рядом. Потому что в мире, где мозг выносит приговор за 0,1 долю секунды, выбирать человека медленно, осознанно, с открытыми глазами — это, пожалуй, самый притягательный поступок из возможных.